густых зарослях деревьев прячется этот умирающий шедевр деревянного зодчества. Двухъярусная церковь, которая насчитывается уже более 120 лет, находится в селе Чепелев Сновского района Черниговской области. Николаевская церковь была построена благодаря пожертвованиям прихожан вместо прошлой Божьей обители. После прихода к власти большевиков в помещении церкви был клуб, а во время Второй мировой войны, в годы оккупации гитлеровцами, в церкви было возобновлено богослужение. В 1964 году церковь превратили в зернохранилище, и уже годами позже ее незавидная судьба только усугублялась, приведя великолепное здание в полный упадок. Государственный архив Черниговской области сохранил проект построения Николаевской церкви. Чертежи датируются 1897 годом. По слухам, церковь строилась без единого гвоздя, что определенно опровергается торчащими металлическими объектами из половиц. Двухъярусная церковь располагалась в центре села. Согласно чертежу, имела квадратную форму с двумя входами в центральный зал и пристройкой в виде передней комнаты с третьим и четвертым входом. Над центральным залом должна была быть расположена первая башня в виде купола, а над передней комнатой – остроконечная башня в виде шпиля. Проект был реализован в несколько ином виде. Удивительно, что если столько лет прошло и дерево сохранилось до этих пор. Одной из причин такого долголетия древесины, вероятно, является то, что во времена постройки церкви доски предварительно обрабатывались растопленным воском. Что здесь было натянуто, что ли? Вот эта вот доска, конечно, она мягенькая, и они гуляют. Но другого пути туда я не вижу. Выполнено просто великолепно, как по мне. Тут, наверное, некоторые дома так не строят, как вот эти вот сваи, что ли, под фундамент. А что тут за лестница? Здесь нужно уверять каждый шаг, потому что полы практически не держатся. Да, сверху вот это вот паста нависает над головой. Какая добротная лестница. Ух. И я прямо чувствую, как возвышаюсь куда-то. Ух, и дерево. Мощное. Мощное дерево. Ох. Ох. Честно вам скажу, страшно идти
Я вешаю вроде бы как немного, но все равно здесь доски довольно такие. Особенно вот эта часть. Лучше буду на вот этой подпорке стоять. Там такой толстый. Головой. Почти как у меня. Вот отсюда открывается вот такой вот вид. Ныне месторасположение церкви является самой окраиной села с малым количеством жилых домов. Богослужения же проводятся на улице из-за аварийного состояния церкви. На восстановление Николаевской церкви вечно не хватало средств. В соседних населенных пунктах, и в частности в самом Сновске, был организован добровольный сбор денег на реставрацию церкви. Небезразличные люди оставляли пожертвования. Однако пожар, случившийся в Сновском Свято-Николаевском храме, снова отсрочил восстановление Николаевской церкви. В вопросе финансирования реставрации церкви на государство рассчитывать, к сожалению, невозможно, поскольку Николаевская церковь нигде не числится, а, грубо говоря, является чисто народным достоянием и, соответственно, его же проблемы при данном расположении дел. Однажды церковь пытались купить предприниматели, но их интересовала не реставрация здания, а лишь его доски, необходимые для оформления гостиницы под старину. После продолжительных раздумий покупателям было отказано, а церковь по сей день дожидается своего часа. Часа вознесения либо забвения.
знаєте, що я сама турецька, прийшла сюди, де вона була, і там мельниця стояла. Це треба питати у старих людей. А тут, ну хіба тамецькі жінка диктає буде знати, а тут таких немає. Там же ж он, ви сходили, там же посередині стає ніж, тепер же такого кирпича немає. І ці дуби там і розбирали, і воно пахнуло